Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Это видео — это подготовка к ивенту. Соответственно, разберем мы 9 героев. Разберем мы их духовные связи. Ну и коснусь слегка их применения. Как на своей лиге, так и как их применяют топы. Ну, все опять же с моих слов. Итак, начинаем мы. У нас будет, соответственно, Селкит, Красная Жрица и Афродита. Это событие в Империи, оно уже не первый раз. По-моему, даже не второй. Это вроде третий раз будет, если не ошибаюсь. Ну, не суть. Соответственно, прошел у нас сейчас стрим. Разобрали мы кучу сборок разных интересных. И большинство из них, скажем так, подавляющее, это рабочие сборки. То есть вполне могут работать очень хорошо, просто нужно к ним приноровиться. За исключением, пожалуй, последней вот этой сборки, где болтса надо убирать к чертовой матери. И то же самое касается черепахи. Если она у вас не пробуждена на второй раз, то есть на 11 уровне, где она получит, соответственно, прибавку к исцелению, то в таком виде она не играбельна, к сожалению. Ну, на моих лигах. Вот, ну, возвращаемся к тематике, собственно говоря, видео. И начнем мы, давайте, с Афродиты. Итак, маг любви, первая ипостась, соответственно, при смерти союзника исцеляет случайного раненого союзника до максимума. Ну, в башне и яме это пригодится. На самом деле, особенно, ну, если она у вас более-менее нормально вкачана. У меня вот она, да, надо ее до 16 гнать и пробуждать. Давайте мы ее попросим. Может, нам кто-то ее подгонит. Кстати, сейчас буквально на секундочку я отвлекусь. Где у нас белые карточки? Порядок, стрелки. Вот, есть леди любви. И, соответственно, там, где надо будет получить вам 350, по-моему, редких карточек героев события, вы можете перегнать вот эту вот леди любви. И, соответственно, она поможет вам выполнить это задание. То есть вы ее перегоните в мага любви. Соответственно, мага любви можно потом, когда нужны будут там эпические карточки, можно перегнать в богиню любви. Но мы отвлеклись, возвращаемся обратно. Это так, маленькое ответвление было. Вот. Соответственно, по ее духовным связям. Это, соответственно, ТНТ, это Ханза и это Титания. Соответственно, Мэри и ТНТ. Иштмала и Ханзо. И, соответственно, Титания. Вот такие вот у нее духовные связи. Не самые сложные. Вот эти герои появляются рано. Этот, они обычно рано выпадают. Ну, и этот тоже, кстати. Все, что касается порядка, довольно быстро эти герои выпадают. То есть почему-то, ну, игра, такое впечатление иногда складывается, сама подталкивает, чтобы люди играли порядком. То есть это немножечко, ну, вы знаете мое отношение к этому порядку, особенно к чистому. Он сильный, да, но скучно на нем играть постоянно. Ну, скучно. Вот, что касается мага любви. То есть яма, башня, ну, опять же, если упадет удачно, там, может кого-то исцелить, то это может нехило помочь. На 16 уровне будет вот так вот выглядеть. 45 на 29, абсолютно не сильно, но умение у нее не самое плохое. Вот что касается ее синей копии. Теперь переходим к синей копии Скорпида. То есть древний Скорпид. Это будущее Селкит. Ее уже из белых карточек перегнать нельзя, ее нету. Это чисто герой события. То есть белой версии ее нету. Она при смерти накладывает токсин 50% на случайного врага. Ну вот, при моей прокачке. Так 25 изначально. И, соответственно, при атаке получает плюс небольшую атаку. То есть по здоровью слабенькая, крайне слабенькая. И даже вот там на 16, на 21, ну это вообще смех. 55 здоровья, но за счет токсина, то есть уже неплохо выглядит это. Ну опять же, это яма-башня, притом если это яма, это самые ранние стадии, чтобы просто скинуть ее. Вот, по духовным связям ее, соответственно, это у нас Мертвый Лорд, Афродита и Красная Жрица. То есть вот здесь у нее замешан на ивентовых героев связь душ. Здесь, соответственно, это у нас Лоскут, ну или, если четко карточку называть, это Мясник. Это Мина будущее. Соответственно, топор Афродита и Красная Жрица. То есть вот эту связь, в принципе, если вы выбили синие карточки, вы только начали играть, то вы уже по-любому одну сделаете. Ну вот, все, что касается, в принципе,
древнего Скорпида. Больше о ней добавить ничего. Герой посредственный. Яма башня, скинуть ее и забыть про нее. Соответственно, следующий у нас это темный Акалит. Дает вампиризм 2 случайным союзникам и при смерти наносит урон вражескому варлорду. То есть она у меня готовится тоже, ждет 16 на 16 уровне пробуждения. Ну и опять же, это яма башня, не более того, даст вампиризм уже неплохо. То есть при смерти еще наносит там пятачок этот, ну вот на начальном варлорду, ну и тоже хорошо. Он даже у нее не увеличивается, то есть как было 5, так и останется. Ну и по духовным ее связям это, соответственно, D+, это Десад и это Эрик Серый. Соответственно, Ханзо и Мистер Дьявол будущие, будущий Дом Жизни и Жанна Дарк, и Афродита синяя. Соответственно, уже мы можем, если мы выбили этих героев, то есть одна связь и вторая связь, которую мы можем сделать. Единственное, может возникнуть проблема, чтобы третью связь кому надо будет получить. Ну, здесь вся надежда на то, что у вас есть вот этот герой. То есть обычно он выпадает довольно рано, и все-таки должен он быть по-хорошему. Ну, мне он выпал вообще, по-моему, одним из первых, и вот на Твинке я начинал, он тоже одним из первых мне упал. Вот все, что касается, в принципе, редких героев. То есть, надеюсь, эту стадию вы пройдете легко и безболезненно, и все будет нормально. Переходим мы на эпики. Соответственно, у нас архиведьма. При атаке дает вампиризм случайному союзнику. Сработал вампиризм союзника, получает атаку. То есть, по-хорошему, она на второй ход только начнет получать какой-то, ну, профит, если ее, ну, как бы, сможет использовать этот профит, если ее не сольют. То есть, потому что она, допустим, проатаковала, дала вампиризм случайному союзнику, он проатаковал, сработал этот вампиризм, допустим, и она получила эту атаку, но использовать она ее сможет только на следующем ходу, но так как здоровья тут, откровенно говоря, не так уж и много, то противник ее, скорее всего, сольет. Поэтому, ну, опять же, этот эпик, это яма башня, никуда больше он, к сожалению, не зайдет. Даже там на 16-м, даже на 21 уровне. Ну, эти статами уже никого не удивишь. Там, например, вот в моей там 8-й лиге уже никого ты этим не удивишь. К сожалению. То есть она у меня, да, пробуждена 2 раза еще при этом. По духовным связям ее, это, соответственно, у нас Влад, это Голиаф и это Ванакаури, которого я пытаюсь безуспешно достать с магазина желаний, но он мне не падает. Здесь это Сова, это Ханзо, соответственно, Механик Гир и Принц Нот. Ну и Ванакаури. Эпические у меня есть, поэтому вот душ связал. Но как-то вот так вот. То есть это чисто герой яма башни, не более того. Переходим мы к эпической Афродите, это богиня любви. Сработал блок союзника, исцеляет союзника ближнего боя. Ну вот в моем случае на 14. Здесь вот на 11 изначально, на первом уровне, на 2 пробуждениях. И призывает 2 пентаграммы на плюс атаку на союзные клетки. То есть не забывайте, что это пентаграммы, это не руны. То есть эти пентаграммы призванные будут стоять там всю игру. Любого героя, которого вы туда поставите, будет давать плюс 6 этому герою, вот эта пентаграмма. Пробуждена она у меня тоже 2 раза, на 6 и на 11. Ну и по ее духовным связям это Иштмала, Ханзо, Титания. Не самые простые пробуждения, ну здесь связь душ не самая простая. Иштмалу и Титания, ну такие герои. Ханзо можно с начального ивента достать. Здесь это эпический, соответственно, Стрик и ТНТ. Эпический Иштмала, эпический Ханзо. И опять же вот эта девочка, это будущая Титания. Эпическая. Вот здесь уже не все так просто, то есть тут тоже повезет, не повезет, черт его знает. Ну а мы движемся дальше, соответственно. Здесь уже с духовными связями будет немножечко сложнее. Начальных героев, ну точнее героев с ивента здесь практически нету. То есть что здесь, что здесь. Это может доставить проблемы. Но у нас еще осталась царица скорпионов. Будущая Селкит. Дает союзникам с пробиванием способность при атаке накладывать токсин 50% на атакованного врага. Он, по-моему, да, он уменьшается. Так что рассчитывайте на то, что 25% на начальных уровнях. И имеет регенерацию.
Вот, в принципе, все, что можно про нее сказать. Вот она готова у меня также к пробуждению, и можно будет ее гнать на 16 уровень. То есть здесь уже по здоровью все немножечко поинтереснее, конечно, но тоже не намного, скажем так. Опять же, этот герой это чисто яма башни, не более того. И то, той же самой башни вам могут выпасть герои гораздо поинтереснее. Эпики там есть гораздо сильнее, чем царица скорпионов. По поводу ее духовных связей, это Кристалл, это Афродита, это Красная Жрица. Вот на нее здесь замешаны двое из легендарок этого ивента. Здесь это Харон и это Фрост. Это Мертвый Лорд и, опять же, Афродита эпическая. И это эпическая Красная Жрица. То есть, опять же, хотя бы одна духовная связь уже может быть, если у вас выпала она с этого ивента. Если у вас никого до этого, допустим, не было. Вот что касается эпиков. Переходим, соответственно, непосредственно к легендаркам. Самые, соответственно, сильные из этих всех карт. Ну, это логично, Лего и должна быть самой сильной. В конце хода наносит урон вражескому варлорду, равный 25% случайного союзника. Ну вот на 11 на 50% я выйду. А вообще, как я и говорил, по-моему, 75 максималку она наносит, если я не ошибаюсь. В начале хода исцеляет союзного раненого союзника. Ну, учитывая, что здесь 88, потом это будет, соответственно, 155 там. Ну, мы берем как 88 вот для моего уровня. И в конце хода она также призывает пентаграммы, только уже не на атаку, а на плюс, вот в моем случае, 36 здоровья. То есть она призвала, и все герои будут получать это здоровье, кто встал на пентаграмму. Вот. Как-то так это работает. По поводу пробуждений. Она вот у меня пробуждена на 6 уровне. Вот гоню ее потихонечку на 11. Герой на самом деле в плане играбельности топовейший, но надо его, конечно же, вкачать. Вот 75% тут есть. 75%. Вот так она выглядит на максималках. И вот пробуждение, да, вот 50%, значит там 2 еще. Значит она на 100% будет бить. На 100% урона. Все, точно определились с этим. То есть, представляете, да? Допустим, у вас там стоит, ну, тот же самый, у кого у нас там много здоровья, это тот же самый Артур, там, например, еще кто-то, у кого атака маленькая, но здоровья много. И вот она за счет своего этого умения будет, допустим, там, те же 144, там, ну, к тому времени, конечно, если вы так прокачаете, у вас там Артур уже 500-600 будет. Вот 600 здоровья, грубо говоря, она нанесла варлорду за счет своего умения. Плюс еще исцелила, плюс еще накидала этих пентаграмм. Их, по-моему, тоже там вот 2 становится, 3 становится. 3 пентаграммы максималка, то есть вот на плюс 195. Ну, это реально топовый герой, ничего не могу сказать. Как бы к ней ни относились, герой топовый, но нужна прокачка. По поводу ее духовных связей, это, соответственно, Грут, это вот это Спора, Лот, Сеятель Спор, это Ми, Госпожа Ба, Кровавая Мэри, Стрик, Ханзо и Титания. Ну, а мы переходим к Красной Жрице, еще один топовый стрелок, я считаю, не только хаоса, но и вообще игры, и в плане поддержки, и в плане нанесения урона, то есть отличный герой. Перед атакой дает вампиризм союзникам, второе умение завязано на первое, то бишь сработал вампиризм союзника, наносит урон вражескому варлорду, ну вот у меня сейчас варьируется от 28 до 38, он, соответственно, будет увеличиваться. И в пробуждениях это также будет. Следующее пробуждение будет давать вот как раз этот урон 47-51. Так как вы еще прокачаете, то там будет очень хороший урон наноситься. Топовый реально герой, заходит и в лигу, и, соответственно, там в башню, в яму, и кое-где может... Ну, сейчас есть Грэмори, поэтому у нее не такая актуальность, но все равно и в приключениях кое-где может помочь. Особенно, кто на начальных вот уровнях будет играть, тоже она может очень не кисло помочь. Так, по поводу духовных связей ее. Это D+, это мой любимый Минотавр, Ананта, Ханзо и Александрия, Титания и Ярость Бури, и, соответственно, Тесла. Вот здание у нее первым стоит, вот такая вот петрушка. Все по поводу этого героя, и переходим к Селке. Опять же, топовый герой, это реально вот в Империи это событие топовых героев. То есть
как бы опять же не относились к Селкит, но это не умаляет того, что она действительно один из топовейших ближников природы, да и всей игры, пожалуй, опять же. То есть при атаке по вражескому варлорду она наносит урон случайному врагу. Ну вот, при 116, в принципе, она, ну, стрелка практически любого выносит, ну, кроме, пожалуй, там, Вилана или вот Красной Жрицы той же, у них очень много здоровья. Ту же самую там Грейс снести, еще что-то, но учитывайте, что она может долбануть и по зданию, как у меня частенько происходит, и по кусту какому-нибудь, и вообще куда угодно. То есть это чистый рандом, попадет, не попадет. При появлении врага накладывать токсин, ну, в моем случае это 50% на 2 случайных врагов, кроме зданий. Вот здесь, видите, вот на следующий раз 75% токсин будет накладываться при следующем пробуждении на 16 уровне. Ну и при смерти любого врага, кроме зданий, получает регенерацию, то есть она сама себя отхиливает. Полностью самодостаточный герой, очень хороший танк, если ее не срезать, а это девочка, соответственно, и остро здесь не поможет. То есть, ну, дело такое. Заходит она опять же вовсюда, и в лигу, и там башни, ямы, и приключения. Все что угодно, везде может зайти. По поводу духовных связей ее, это Мина Хелсинг, Линь Шао, Лоскут, Флос Тартулус, Кристалл Афродита и Красная Жрица. То есть вот так. Вот, в принципе, все, что я вам хотел, ну так, вкратце, скажем так, рассказать про этих героев, показать их духовные связи, вроде все показал. Кто еще не посмотрел, сегодня у нас был стрим замечательный, то приглашаю посмотреть, на самом деле стоит того, были очень интересные сборки, также все эти сборочки есть в Телеграме, кто не подписан на Телеграм, заходите в нашу говорилку, очень много там всего интересного, да и просто поболтать, скрасить, так сказать, скучный день, получить там позитив, есть там отдельные позитивные очень личности, поэтому приглашаю вас сюда. Ну и кто не подписан на канал, я предлагаю вам подписаться, дальше будет только интереснее, ну я сам на это надеюсь. Вот, поэтому спасибо за просмотр, ребят, и на этом все, я говорю вам пока-пока, в пятницу будет стрим, по событию, там и увидимся. Пока-пока, ребят. Пока.